Первый раз я познакомился с девушкой на улице, когда мне было 19 лет. Я помню, что я возвращался с пар, когда учился на первом курсе университета, и не заметить ее в автобусе было крайне сложно. И я все пытался собраться как-то с мыслями, думал о том, что нужно сказать, как к ней подойти, как познакомиться, и все никак не мог набраться смелости. Но тут, на мое счастье, на последней же остановке, где нам обоим нужно было выходить, зашел контроль и начал проверять билеты. И я уцепился за этот повод. Когда мы оба прошли контролеров, вышли на улицу, я сказал ей первое, что я сказал, это: слушай, а ведь такое редко бывает, что билеты на наше время проверяют. И все, наш диалог завязался. Оказалось, что ей 17 лет. Она даже какое-то время, насколько я знаю, работала на подиуме на показах мод. Она очень симпатичная девушка. И у нас даже на какое-то время завязались отношения. И все это благодаря тому, что я просто набрался смелости и подошел к ней. Если бы я этого не сделал, то, конечно же, долго бы потом об этом жалел и корил себя за то, что не набрался смелости. И в этом видео я хочу рассказать вам о том, как знакомиться на улице. Сейчас отличная погода, и самое время не стесняться, а подходить и начинать общение с теми, кто вам внешне привлекателен. Многие стесняются это делать, особенно девушки. После просмотра этого ролика вы без труда начнете завязывать знакомства на улице, неважно, мужчина вы или женщина, а также дам рекомендации для самых стеснительных девушек, как повысить количество попыток мужчин знакомиться с вами. Проявлять инициативу вам самим для этого не придется. Для начала начнем с мужчин. Самое главное правило, которое вы должны понять, это не то, что вы говорите, а то, как вы говорите. Если у вас дрожат коленки от попытки познакомиться, то даже самый грамотный подкат не сработает. Как снизить стресс во время знакомств первых, потому что именно во время первых он у тебя будет, конечно же, возникать, начинай ходить в зал. Мало того, что ты в принципе начнешь выглядеть привлекательно, то после тренировки количество стрессовых гормонов у тебя в организме существенно ниже, находится на минимуме. Ты можешь спокойно ходить, знакомиться с девушками, и это будет вызывать у тебя гораздо меньше дискомфорта, и они будут это чувствовать уверенность в тебе. Никогда не подходи неожиданно сзади, и уж тем более не трогай ее за плечо. Всегда улыбайся до и во время диалога с ней, и тебя ждет успех. Теперь, Паша, слушайся меня, и жизнь повернется к тебе улыбающейся стороной. Только не смотри так, как будто тебе все люди должны деньги не отдают. А смотри так, будто ты сюрприз для всех, весь с ног до головы. Ну, улыбайся. Кому? Да никому. А пусть легкая улыбка счастливого человека всегда играет на твоих устах. Вот как у меня. А? На-на-на-на, на-на-на-на-на-на. А? Ну-ка попробуй. Попробуй. Получилось? Почти. Но ты все время старайся. Второй важный нюанс – начинай знакомиться с теми девушками, которые тебя не очень-то привлекают, и тебе вообще пофиг, даст она тебе или нет. Я про номер телефона, а не то, о чем ты подумал. Если тебе нравятся полненькие, знакомься со стройными. И наоборот, нравятся стройные, знакомься с полненькими. Так тебе будет без разницы вообще, даст она тебе номер телефона или нет, а навыки отточить ты, конечно же, сможешь. Механика знакомства на самом деле очень простая. Тебе нужно не дать ей свой номер телефона, не визитку, не продиктовать его, чтобы она куда-то записала, а взять ее номер телефона и тут же позвонить. Давайте я приду пару простых шаблонов для знакомства на улице. И первый, самый простой, вы подходите и говорите: «Привет, меня зовут Илья, я не так часто знакомлюсь на улице, но пройти мимо тебя просто не мог. Как тебя зовут?» Она называет свое имя. «Слушай, Маша, а давай мы с тобой как-нибудь прогуляемся и попьем кофе. Как ты на это смотришь?» Она, например, скажет: «Да, все здорово, я не против». Тогда давай обменяемся номерами телефонов, спишемся и договоримся, когда нам будет обоим удобно. Все, вы обменитесь номерами телефонов. А ты, когда уже взял номер телефона, если тебе в этот момент удобно, и ей, соответственно, тоже ты видишь, что она не сильно торопится, можете просто уже прогуляться и какой-то начальный контакт составить. Так гораздо эффективнее. 5 минут с ней прогуляйся, и это уже с 90% гарантией, что вы уже встретитесь, и она не забудет про твой номер телефона и не добавит тебя в черный список.
Очень важно использовать этот шаблон только на первых знакомствах и быть искренним, потому что если ты уже знакомишься, не знаю, в 100-й раз на улице, а при этом каждый раз говоришь, что ты не так часто это делаешь, то это очень плохая история, это уже обман, а я за то, чтобы быть, а не казаться. Нужно всегда говорить правду. Что вы несете? Картину Рембрандта. Вот видишь, надо всегда говорить только правду. Если вдруг ты очень стеснительный и тебе кажется сложным этот вариант, знакомься с владельцами собак. Это, кстати, подходит для женщин тоже. Подходите и говорите: ой, какой классный пес, а как его зовут, а какая это порода, а как часто вы гуляете, а можно я составлю вам компанию в следующий раз. И здесь уже, когда ты задаешь вот этот вопрос, ты можешь выяснить, если девушка свободна, ну или парень, соответственно, они, конечно, тебе скажут: да, окей, давай. У меня, правда, был один раз, когда девушка почему-то дала мне свой номер телефона, а потом выяснилось, что у нее есть молодой человек, она была удивлена, что я хочу погулять с ней, а не с ее псом. Но это был единственный раз в жизни. Но никогда не было негативной реакции на подобный вариант знакомства, потому что все хозяева любят своих псов, и когда кто-то умиляется ими, пытается с ними тоже подружиться, это всегда вызывает положительные реакции. И, кстати, о негативных реакциях. Они чаще всего бывают с не самыми психически здоровыми девушками, ну или королевами с пневмокороной, но их можно, в принципе, увидеть сразу же по надменному такому взгляду. К ним лучше не подходить. А нормальная девушка вот никогда негативно не будет реагировать на знакомство. Она может извиниться, сказать, что у нее есть молодой человек, но в агрессию или как-то обесценивать мужчину не будет. Помни это всегда. Не стоит унывать, если что-то пошло не так. Просто прояви к девушке, которая, например, выразила негативную реакцию, сострадания, потому что, у нее, видимо, не все так хорошо в жизни, как у тебя, и нужно просто ее пожалеть. Есть еще один вариант, что ты используешь какой-нибудь тупой шаблон из интернета, которым пользуется каждый второй, и тогда, да, это будет вызывать рвотную реакцию, и уж точно не будет никакого желания продолжать с тобой общение. Да, я в этом видео даю тебе готовые шаблоны, но постарайся их использовать как минимум только на начальном этапе, потом старайся придумать что-то свое, как минимум заменить слова, последовательность, еще что-то. Но не копировать точно не стоит. Сейчас многие почему-то стали использовать парни сцену из фильма с Козловским, где он просит срочно у девушки телефон, даже пускай она держит его в руках, чтобы набрать конкретный номер и позвонить, а в итоге набирает себе на свой номер телефона, и потом ей честно признается, что: слушай, да, мне просто так хотелось с тобой познакомиться, что я вот позвонил на свой номер, теперь у тебя есть мой номер телефона, а у меня твой, и пытается продолжить знакомиться. Вы знаете, такой метод знакомства подходит далеко не всем девушкам. Я могу сказать, что многих это отталкивает начинать с вранья. Камон, ребят, Козловский. Второй вариант посложнее, но он очень универсальный, и ты можешь его использовать вообще всегда. Если знакомишься особенно в своем районе, где-то рядышком, ты идешь, видишь девушку и говоришь: привет, она тебе отвечает: привет, а ты где-то рядом живешь? Да. Слушай, здорово, я тоже живу здесь поблизости, давай мы с тобой как-нибудь вечером созвонимся и прогуляемся, когда обоим будет удобно. Если она свободна, и ты ей симпатичен, она, конечно же, скажет: да, отлично, давай. Ты говоришь: меня зовут Илья, или как там тебя зовут, Петр, например. Она называет тебе свое имя, ты достаешь телефон и говоришь: диктуй. Не надо ничего спрашивать, просто диктуй. Она тебе диктует свой номер телефона, ты его забиваешь, тут же звонишь и говоришь: вот теперь у тебя высветился мой номер телефона. Еще раз напоминаю, что меня зовут Илья. Ее, например, зовут Оля. Сейчас, Оля, я запишу твой номер телефона. И после этого ты говоришь: отлично, тогда спишемся и прогуляемся как-нибудь, когда обоим будет удобно. Или есть еще более классный способ. Это когда у тебя есть время, и ты видишь, что она не сильно торопится. Ты говоришь ей: слушай, а ты сильно торопишься? Может быть, я провожу тебя, куда ты идешь, мы немножко поболтаем минут 5. Она, скорее всего, скажет да, и тогда ваша коммуникация будет более уже перспективной. Да, существуют варианты, когда девушка скажет: нет, я живу здесь не рядом, например, да, то есть на первый вопрос: а ты живешь здесь где-то рядом? Она говорит: нет. Может быть, работаешь? Чаще всего она скажет да, что он делает еще? Хорошо, предположим, что это тоже нет. Ты говоришь: да слушай, да наплевать на самом деле, я просто хочу очень сильно с тобой познакомиться, давай мы обменяемся номерами телефонов и просто прогуляемся, когда нам обоим будет удобно. Всегда говори правду. И искренне, и уверенно. И улыбайся при этом, и точно тебя ждет успех.
Когда в прошлом году летом на выборах я учил промоутеров брать номера телефонов избирателей, у них был там специальный кейс, что нужно было не просто раздавать листовки, а записывать те проблемы, которые волнуют избирательный, и затем нужно было взять их номер телефона, чтобы потом напомнить, за кого нужно проголосовать на выборах. И результаты работы промоутеров до того, как я с ними посотрудничал, были крайне плохими. Ну, то есть, если там 5 телефонов за день удавалось брать, то это был огромный успех. И то, с чего я начинал свою работу с ними, когда они еще меня, естественно, не знали впервые, да, я подходил под видом избирателя, ну, они меня просто встречали на улице, пытались завязать со мной диалог. В итоге это не они брали мой номер телефона, а я брал их, ну, это, как правило, девушки были, да. Это, конечно же, вызывало у них смущение, но так или иначе они его давали. И когда они уже были готовы продиктовать свой номер телефона, я говорю: слушай, это на самом деле прикол. Как ты думаешь, почему ты сейчас готова была продиктовать мой номер телефона? Ну, я рассказывал, кто я такой. Она стояла, не понимала, что происходит. Я говорю: да потому что я не сомневался, что ты мне его дашь. Вот так же ты должна работать с избирателями, и когда ты спрашиваешь у них номер телефона, ты не должна сомневаться в том, что он тебе его продиктует. Следующий совет универсальный, подходит как мужчинам, так и женщинам. И особенно он классно работает, если вы часто ездите в метро или на общественном транспорте. Первое правило – больше улыбайтесь. К таким девушкам подходят в разы чаще, так как они выглядят безопасно и не агрессивно. Мужчине психологически проще подойти к такой девушке, потому что он понимает, что не получит негативный отказ. Прекращайте носить наушники. Меня, конечно, это не отпугивает, когда я вижу девушку красивую с наушниками, я могу просто подойти к ней, показать вот так вот, она его снимает, и наш диалог начинается. Но поверьте мне, в 10 раз минимум сократится количество подходов к вам для знакомства. Поэтому, если, конечно, вы этого не хотите, носите наушники дальше, но если вдруг у вас есть такое желание, чтобы мужчины к вам подходили на улице, то прекращайте это делать. Если ты парень, то, возможно, девушка захочет познакомиться с тобой, когда задаст тебе какой-нибудь отвлеченный или странный вопрос. При этом, улыбаясь, он может быть крайне неожиданным. Будь уверен, это делает она неспроста и хочет с тобой познакомиться. Бери инициативу дальше в свои руки и продолжай этот диалог, завязывая знакомство. Со мной девушки таким образом знакомились дважды только за последний год. И один из случаев, например, был достаточно смешной, когда я тренировался в лесу, подтягивался на турнике. Ко мне подошла девушка и спросила, где находится туалет. Хотя на самом деле это и было видно и так. Я ей показал пальцем, она говорит: слушайте, ну это не очень хороший, а есть какой-то другой. Ну тогда я уже начал объяснять дорогу и так далее. Теперь, а как же знакомиться девушкам? Ну, самое простое — это пересечься взглядами с тем мужчиной, который вам нравится, и просто улыбнуться ему пару раз. Если он не из робкого десятка, он обязательно подойдет вам и сам начнет диалог. Вам даже делать ничего особо не придется, кроме как улыбаться. В любой непонятной ситуации улыбайся. Самый простой вариант для знакомства с женщинам, если мужчина просто понравился вам на улице, он также, кстати, подходит и мужчинам для знакомства с женщинами, это подойти и спросить, так как делают герои фильма «Где находится нофелет». Вперед, мой друг! Труба зовет! Простите, девушки, а вы не скажете, где находится... Пятерочка. Пятерочка. Слышала? Нет, а что это такое? Если бы мы знали. Вот 2 часа уже ищем, а сказали, что где-то в центре. Верно, Паша? Ну, предположим, вы спросили, где находится ближайшая пятерочка. Мужчина вам говорит об этом. Вы спрашиваете: о, а вы где-то здесь рядышком живете? На что он отвечает: ну, да. Или если говорит нет, то, а может быть, вы где-то работаете рядом? Он, например, говорит: да, вот я работаю, например, там-то, там-то. Например, на один из вопросов он отвечает: да, и вы говорите: да, я вот здесь живу рядом или работаю. Почему мы с вами не встречались раньше? Все, дальше я уверен, что если мужчина реально хочет с вами познакомиться, и он не из робкого десятка, то он сам продолжит диалог и предложит вам прогуляться как-нибудь вечером. Все очень просто. Следующий метод знакомства подходит для сильных независимых женщин. И он позволяет сразу же пощупать мужчину за яйца. Не в буквальном, конечно же, смысле, а понять, чьи больше. И я его на самом деле подсмотрел как-то в интервью у Александра Рапопорта. Он реально крутой и позволяет, по большому счету, сразу же понять, насколько мужчина реально сильный. Подойти к мужчине где-нибудь, например, на станции метро и спросить: скажите, пожалуйста, а что нужно сказать такому мужчину, чтобы познакомиться с ним?
И дальше смотрите на его реакцию, да, что он, насколько сильно он будет проявлять вот робость, неуверенность, смущение и так далее. Как он будет продолжать этот диалог. Ну а дальше смотрите по реакции, насколько вам нравится с ним вступать в этот диалог и продолжать общение или нет. Если нет, то можете, например, через минуту-две просто сказать ему, например, его там Александр. Александр, дайте мне, пожалуйста, свой номер телефона, и я обязательно свяжусь с вами, когда захочу прогуляться. Хорошо? Все, записывайте номер телефона, можете потом его выкинуть, например, если он вам не понравился, ну или позвонить, если вам захотелось. Это просто охуенно. Знакомство на улице – это определенный выход из зоны комфорта и возможность расти над собой, то есть обретать уверенность и навыки коммуникации выстраивать. Их можно не только, если вы мужчина, с женщинами, но и с мужчинами тоже любого уровня. Я могу познакомиться с абсолютно любым человеком. Мне не составит труда завязать с ним диалог. И это, я считаю, огромное преимущество. Знакомство на улице вырабатывает в вас не только уверенность, но и умение работать с возражениями. Особенно это сложно, когда вы знакомитесь не с одной девушкой, а их, например, там двое или больше. У меня такие случаи тоже были. Но давайте, например, расскажу вам парочку. Например, я иду и вижу две очень симпатичные девушки. Я в этот момент еду на велосипеде, подъезжаю к ним, говорю: о, привет, такие две симпатичные девушки, можно составить вам компанию? Они там что-то хихикают, одна из них говорит: подкат века. Я говорю: слушайте, ну какой подкат века? Я еще только разминаюсь. Подкат века будет позже. Все, там у них разродился смех, мы пообщались. Буквально там, не знаю, пару-тройку минут выяснилось, что у каждой из них есть парень. Но я так чувствую, что если бы этих парней не было, то они были бы не проще познакомиться. Ну и самый последний забавный случай, который был. Давайте девушку назовем условным именем Маша. Мы встретились с ней, и в тот день, я помню, у меня была достаточно плотная тренировка. Я хорошо побегал, потренировался, подтягивался на турнике, затем еще прогулялся до самой встречи. И я чувствую, что, я очень устал, гулять я уже не хочу. И вот мы встретились, начинаем прогуливаться, я такой смотрю по парку. Слушай, говорю, а пойдем вот там присядем на лавочке около детской площадки. Ну, мы на эту тему еще пошутили, похихикали. Все ли со мной хорошо, нет ли у меня какого-то нездорового влечения к детям. Сели на лавочку, и все началось с того, что я просто улыбнулся девочке 3 лет. Вы не представляете, как она была рада. Она качалась в этот момент со своей подружкой на качельке. И после этой улыбки она все время, пока мы там сидели, почти все время пыталась хоть как-то заигрывать со мной. То одно покажет, то другое. И третье, это вызывало, естественно, у нас невероятный смех. И тем самым, конечно же, очень веселило нас. Но дальше началось еще более интересно. Мы смотрим, что рядом с этой площадкой сидит какой-то очень странный парень азиатской внешности на картонах. И я такой: смотри, говорю, Маш, какой-то очень странный парень. Может, он драг-дилер? Посмотри, он постоянно что-то смотрит, то в телефон, то по сторонам сидит на картонах. Может, он какие-то закладки караулит. Ну, посидели, посмеялись по этому поводу. Дальше я смотрю, идут 2 очаровательные девушки, тоже азиатской внешности, в очень красивых платьях, классно выглядящие. Я такой: смотри, вон, 2 девушки идут, смотри. Наверное, это он ждет их для того, чтобы они договорились здесь о встрече, хотят познакомиться. 2 девушки идут, смотрят в телефоны, и как-то, вы знаете, они с друг другом не начали общаться, просто прошли мимо. Я предположил, что, наверное, просто они слишком засмотрелись в телефон, и те, и другие, и просто не нашли друг друга. На что Маша говорит: слушай, иди, может, ты им поможешь познакомиться, найти друг друга. Я такой смотрю на это. Слушай, давай, говорю, мы не так поступим. Давай мы с тобой сейчас поспорим на мороженку, что я подойду к этим 2 девушкам и возьму номер телефона. Он меня такая смотрит: что, серьезно? Я говорю: да. Ну, давай поспорим. Все, я встаю, не раздумывая, иду к ним, к 2, подхожу и говорю честно, как есть. Я же всегда честно и искренне. Слушайте, девушки, привет. Они на меня такие смотрят. Вон, видите, на лавочке сидит моя сестра. Но это не точно. Они такие смотрят на нее. Все взгляды в данный момент сходятся в одну точку. Мы с ней только что поспорили, смогу ли я или нет у вас взять номер телефона. Давайте вы поможете мне выиграть этот спор и продиктуете сейчас номер телефона, хорошо? Они заулыбались и очень засмущались, говорят: а вы знаете, сколько нам лет? Я говорю: а сколько? 16. Я говорю: да ладно, ничего страшного, давайте номер телефона, я даже звонить не буду.
Стоят, хихикают, смущаются. А можно мы ВКонтакте добавимся в друзья? Я говорю, да, конечно, можно. Давайте хотя бы ВКонтакте найдемся. Все, я протягиваю номер телефона. Она там, одна из них находит себя ВКонтакте, показывает мне. Все, я пишу сообщение, отправляю запрос в друзья, возвращаюсь на лавочку, говорю, все, я с ними познакомился, номер телефона не взял, но, по крайней мере, мы добавились ВКонтакте, показываю ей телефон, то, что это реально те девушки, о которых мы только что говорили. Маша говорит, да, я проиграл. Открывает сумочку, смотрит сумочку, слушай, я карту забыла, мороженку тебе купить не смогу. Ну, это нормально. Впоследствии получилось забавно, буквально через пару минут пришло подтверждение одобрения заявки в друзья от этих двух 16-летних девушек. Потом, когда мы с Машей выходили из парка, то я улыбнулся этому драг-дилеру условному, как будто бы я его давно уже знаю, поздоровался с ним, а он сделал то же самое в ответ. Мы поржали, она говорит, слушай, ну тебе не только удалось познакомиться сегодня со мной, но еще с этим драг-дилером, двумя 16-летними девчонками и одной 3-летней. Еще один пример работы с возражениями. Как-то раз я видел очень симпатичную девушку на улице, подошел к ней и говорю, привет, слушай, ты где-то рядышком тут живешь? На что она мне сразу же отвечает, я не знакомлюсь на улице. Но я не растерялся и спрашиваю ее, слушай, а у тебя что, уже есть ребенок, муж и любовник? Она смеется, говорит, нету. Я говорю, ну тогда в чем дело? Давай диктуй номер телефона, мы обязательно вечером прогуляемся. Она тут же продиктовала мне номер своего телефона. Никаких проблем. Вы просто должны обезоружить тем, что вы максимально уверены и знаете всегда, что ответить. Если вы хотите больше забавных и смешных знакомств, которые происходили с нами, а мне реально есть о чем рассказать, их было много и очень забавных порой, то напишите обязательно об этом в комментариях. А также вы, не знаю, хочу больше историй знакомств, например, напишите фразу или еще что-то. И если у вас есть какие-то вопросы по данной тематике, у вас что-то конкретно не получается, не просто у меня не получается знакомиться, это ни о чем. Пишите конкретно, что не получается, на каком этапе, что смущает. В следующем видео я не только расскажу забавные истории, но и отвечу на ваши вопросы. Но не забывайте обязательно поставить этому видео лайк и написать комментарий, если вы хотите увидеть следующее видео. Итак, подведем итоги. Знакомство – это выход из зоны комфорта, это возможность вырасти, возможность научиться работать с возражениями и обрести новых друзей, а возможно и вторую половинку. Не пренебрегайте этой возможностью и желаю вам успехов. Не забывайте записываться на консультацию психолога, если она вам требуется. Все мои контакты указаны в описании. Напоминаю, что я специализируюсь на тематике отношений. И до новых встреч! Город. Нильский крокодил по сравнению с ними Мона Лиза. Такие накладки бывают в торопях. Простите, а вы не скажете, где находится Нафилет? Ой, да я не здешняя. Сама ничего не знаю. Откуда вы приехали? С Урала. Нам жутко повезло. Край замечательных людей, тяжелого машиностроения, малахитовых шкатулок. А сколько дней вы будете еще здесь? Может быть, вы встретитесь с моим другом? Ой, да вы знаете, я сегодня уже уезжаю. Жаль, жаль. Счастливого пути, прелестная хозяйка Медной горы. Ой.